Привет! Этот расклад для вас. А тема такая, что он от меня скрывает. То есть, что он скрывает от вас. Если у вас есть подозрения, смотрите. Вообще, мои расклады, они для всех. Даже если вы просто хотите провести прекрасный вечер, эстетически разложить карты, это успокаивает сердце, и это тоже улучшает отношения. А я посмотрю, что он от вас скрывает. Вообще, каждый человек, конечно, имеет свой внутренний мир, и это нормально, когда люди что-то скрывают. Ну, в общем, раздражаться не стоит, если кто-то что-то от вас скрывает. Это он имеет на это право. Но, тем не менее, мы посмотрим, а может быть, он что-то плохое скрывает. И ему стыдно признаться, или же у него есть какие-то тайны. Я буду смотреть сегодня для вас на младших арканах Таро. Это карты, отвечающие на бытовые вопросы, то есть на ежедневную жизнь. Есть ли что-то, что он от вас скрывает? Есть ли что-то, что он от вас скрывает? Я вначале протрактую перевернутую, потом переверну ее. Если перевернутая будет попадаться, да? Есть ли что-то такое, что он от вас скрывает? Вот это главная карта центральная. Я выложу, потом буду подробно рассказывать, что я здесь вижу. Но центральная карта, она самая-самая главная. И здесь двойка жезлов. Карта хорошая. Так что вот если вы подозреваете его в чем-то плохом, я бы сказала, что это, конечно, издержки, может быть, истощенной какой-то ситуации, которая у вас сейчас происходит. Может, вы устали. Потому что, может, недоверие связано с чем-то. Но сейчас он от вас вряд ли что-то плохое скрывает. Это не показывает расклад. Но какие-то тонкости, мелочи есть, конечно. Посередине расклада, вот уже расклад выложен. Только одна перевернутая карта, и на нее мы особое значение будем ей уделять. Эти карты будут совет, их будет здесь внизу будет совет у вас. Вот смотрите, что получилось у нас. Будем сейчас с вами разговаривать о том, скрывает ли он что-то, и если да, то что это, и как это, чем это чревато, как это может повлиять на развитие ваших отношений. Вообще мысли и чувства тоже посмотрим. Смотрите. Как у каждого человека, знаете, как сказала Алиса в «Стране чудес», но не Алиса сказала, а писатель, который это написал, так написал, очень интересно, что плоха там память, которая идет только в одну сторону. То есть мы должны, в принципе, помнить и будущее тоже. Да, мы просто люди как-то не очень это умеем. Дети не помнят прошлого, что правильно, иначе бы они перестали развиваться. Старшие люди не помнят будущего, они смотрят только на прошлое, что неверно, потому что они не хотят идти уже, да, с годами вперед. Может быть, он человек зрелый, я о чем говорю, да, потому что двойка жезлов говорит, что он какой-то путь прошел, зрелый в своем проявлении, и человек мира. Здесь у него целый земной шар в руке, да. Он человек мира, это человек. Он большая личность, личность большой буквы, можно сказать. И да, если вы его таким не считаете, он такой есть, он таким разовьется и таким будет, вот вы еще будете удивляться. Очень часто бывает так, когда мы смотрим даже, может, расстались с кем-то, через 10 лет бывает, что он вообще в ничтожество превратился, да, или наоборот возвысился. Так вот, этот человек, он приобретет сострадательное сердце. Если он вас обижал, если он, ну, не могли ему доверять как-то, да, в прошлом, так вот он, жизнь его исправит, он станет очень благородным человеком, потому что я вижу здесь, что он будет борец за справедливость на вашей стороне, будет вас защищать и будет все тащить в дом. Все хорошее, в смысле, да, своя ноша не тяжелая, десятка жезлов. Он будет все тянуть в дом. Это, кстати, очень хорошая карта. Она желтые волосы, да, они здесь означают, что у него светлое намерение, у него самое лучшее намерение. Он может слишком служить другим и совершенно забывает о себе. Очень часто мужчины, кстати, и женщины, если они как бы обязанности чувствуют деловые, например, да, ну и семейные тоже. Часто люди, они живут не для себя, а как бы делают только то, чего от них хотят другие. И вот по десятке жезлов, да, но ему это в радость, ему не в тягость в дом свой нести. Что он от вас скрывает?
Он хочет защитить вас, ваш дом, он хочет туда много денег заработать. И он по карте тройка меча вот здесь, именно в этой позиции, он печалится. Он печалится о том, что случилось не так, что было недопонимание, что вы подозреваете его, что он что-то скрывает от вас. Вот он печалится. Это я так в 2 словах верхний слой рассказала. Теперь я расскажу вам о прошлом с этой стороны. И есть ли в его прошлом что-то, что ему необходимо скрыть? Знаете, иногда бывает ложь во спасение. Так вот, перевернутый жезл говорит о том, что жизнь, которую он раньше до вас жил, он не хочет полностью афишировать. Он не хочет. Он не уверен, что вы поймете его правильно. Он не уверен, что это нужно делать. И здесь где-то он прав. Потому что, знаете, если смотреть на прошлое, каждый вот срез нашего времени мы прошлое видим по-другому, по-новому. То, что он переосмыслил сейчас, он раньше не понимал. И он теперь мудрый человек, он понимает, что и завтра он переосмыслит это, и завтра он будет все понимать по-новому. Но если он вам расскажет подробности своего прошлого, вы не пережили это прошлое, вы в его туфлях не проходили там много миль, да. Поэтому он понимает, что вы его прошлое поймете как плоскость, потому что мы понимаем мир других людей как плоскость. Мы только свой мир понимаем как круг, вот, понимаете? А мир других людей, которые мы не пережили, потому что собственный опыт – это прежде всего. Нельзя прожить жизнь чужим опытом. И он это осознает, поэтому если он передаст вам все в деталях, свое прошлое, он уверен, и он прав, что ни один человек не способен понять, пережить жизнь другого. Поэтому мы понимаем мир других людей как плоскость, да, глубоко не можем, 3D нет. По этой причине он, вам кажется, что скрывает, он в принципе ничего-то плохого-то и не делал в своем прошлом. Так что ему скрывать нечего, но то, что он не хочет делиться, вот у него такое отношение к этому, что я высказала только что. Король жезлов, он себя прошлого не очень недолюбливал, не очень любил. Он знал свои промахи, он знал свои минусы, он знал, что не всегда он поступал с позиции силы, то есть со своей силы. Позиция своей правильной силы – это не нахрапом брать других людей. Нет, это когда человек от своей силы действует справедливо. Он человек справедливый вообще-то от рождения. И еще здесь важно увидеть, что, может быть, у него вот мужская потенция, она иногда его подводила, перевернутый король жезлов. И именно это его озадачивало часто. Именно это и являлось его болью. Ему казалось, что позором. И от этих мыслей, от этих воспоминаний, когда вот у него не получалось что-то или в спальне, или вообще в жизни, или в делах, кстати, жезлы, это же предпринимательство, основная идея жезлов предпринимательства. Кстати, семья, брак – это тоже предпринимательство в хорошем смысле этого слова. А может, он был уже женат, и это предпринимательство, то есть, да, не принесло никакого успеха. Он здесь хочет избавиться от этой мысли, он хочет уйти от осознания того, что прошлое предпринимательство, либо это карьера, либо это любовь, не принесли результата. Ему стыдно, он считает себя лузером, он считает себя человеком, который не смог оправдать, может быть, доверие его бывшей, может, доверие его родителей. Понимаете, почему-то мы должны оправдать чье-то доверие, как будто люди доверяют нам свою жизнь. А на самом деле это все, знаете, вот издержки, наверное, такой немножко искривленной религиозности. В общем-то, нам Творец доверил жизнь, нам самим нашу жизнь. И часто мы по разным причинам чувствуем, что мы обязаны оправдать чье-то доверие. Он, очевидно, или рос в такой среде, или у него были такие отношения с его бывшей. Но во всяком случае он чувствует, что он лузер был. Ему стыдно. Что он тайно еще скрывает от вас? Может быть, он скрывает, что он любит деньги, потому что здесь король пентаклей в прямом движении. Он может скрывать, что он любит деньги, что он хотел бы, чтобы деньги накапливались, и он считает, что это стыдно. Вот это чувство, чтобы деньги накапливались, он считает, что это стыдно. Это как бы не показывает щедрого мужчину, а он хотел бы
показаться щедрым человеком. На самом деле он таким и является. Вот его будущее, он щедро несет в дом все, что заработал, и будет делиться с вами. Но печаль у него в сердце остается по тройке меча вот здесь. Она остается лишь по той причине, что у него такой мейк-ап его организма. Печаль в его сердце остается, и никуда от этого не денешься. Это его характеристика, это его характер, да, такой немножко пессимистичный, может быть, такой немножко романтический, рассудительный, он любит порассуждать. Такое вполне может быть. То прошлое, которое он хочет забыть, он от вас скрывает, просто в двух словах скажу, потому что ему самому больно вспоминать. Он не скрывает специально, он просто не хочет сам себе об этом напоминать. Вот по этой причине. Скрывает ли он какую-то любовь, может быть, треугольник? Если я здесь не вижу этого, вот не видно, да, что он может скрывать еще одну женщину. Нет, такого здесь нет. А вообще-то расклад будет короткий, экспресс-расклад. Можно было еще дольше поговорить здесь, но то, что я не договорила, доскажет образ на карте, и он будет беседовать с вашим подсознанием независимо от слов. Я всегда оставляю на это немножко места, потому что это правильно. Карты, они сами за себя говорят, да, и есть такие моменты, которые словами не передашь. Теперь вот здесь мы сделаем вывод, итог по этим 3 картам. Вообще его мысли, чувства и действия, если рассуждать эти 3 карты так, к вам отношения и что будет дальше. Понимаете, 8 чаш в прямом движении, это очень... Во-первых, 8 чаш очень хорошая карта. Когда человек действительно примирился со своим прошлым, и он идет вперед с сознанием того, что он сильный, он справится с любыми трудностями. Трудности здесь как интересное приключение в жизни. Во все времена и его жизни, во все периоды в его жизни. Эта карта прошлого, она говорит, что он правильно делает, что он туда не копает, прошлое не изменишь, и из него можно черпать только опыт. Невозможно его опять пережить. Если зациклиться на нем, это будет нехорошо, ни для вашего здоровья в паре, ни для его личного здоровья. Поэтому он примирился со своими неудачами, со своими какими-то промахами и проколами какими-то, да, что где-то он не попал в точку, не сделал так, как вам хочется или другим людям, он где-то не сумел, не достиг этой планки высокой, да. Поэтому 8 чаш, она о том, что он правильно делает, что идет в будущее, потому что отношения в будущем у вас будут развиваться прекрасно. 10 жезлов, эта сила будет набираться. В вашей паре будет набираться сила. Это очень хорошая карта для отношений, прекрасная. Ну а карта рыцарь меча говорит о том, что да, мысли его скакуны, они часто у него очень быстро движутся в его головушке буйной, он волнуется, что заберут то, что у него уже есть, он может волнуется, что вас отнимут. И вы знаете, вы думаете, если у него кто-то, но он волнуется, если у вас кто-то, он хотел бы быть единственным. Он волнуется, что у него отнимут счастье, и он готов защищать свой дом, защищать все, чего он достиг, защищать все, чего вы достигли в паре, и это для него бонус. Но я уже сказала, что вот пессимизм такой у него есть в характере. Это, скорее всего, знаете, 2 слова, я не отвлекаюсь, чтобы кто-то не думал. Если я слежу за историей 19-18 века, ее можно понять по писателям, по философам, там, всяким интересным людям, которые оставили след, да, след вообще в искусстве, в науке, вообще в любой жизни, даже, кстати, дедушек, наших бабушек смотрим. И я начинаю понимать о том, что если бы психиатрия была тогда, 18-19 век, даже 20-й, имела какую-то силу, боже мой, такие писатели, как Штефан Цвейг, много-много других, не знаю, может быть, скажем, Хемингуэй, например, да, который неправильно лечил депрессию. Все эти люди, которые неправильно лечили депрессию алкоголем, или, Цвейг, конечно, не алкоголем, но я имею в виду Хемингуэй. Это Хемингуэй, Цвейг, это просто как символы, да, как символы. Многие делали, как они. Были в страшной депрессии, чувствовали себя одиночкой в этом мире. Как Цвейг сказал, что самая страшная беда и горе – это когда человек среди людей чувствует себя одним. Вы знаете, это все химические дисбалансы в мозгу. И они лечатся, и теперь уже медицина, она так ушла вперед, и
не нужно бояться лечения, нужно бояться умереть, так как Цвейг или Хемингуэй. Вы поняли меня, да? Вот я о нем говорю, да. О вашем мужчине, что тройка меча здесь передает его состояние депрессивное, которое он, может, унаследовал или от отца, или от дедушки по отцовской линии. Вот здесь король жезлов перевернутый, говорит по отцовской, скорее всего, линии. Он унаследовал глубокую депрессию. У мужчин чаще депрессия, когда мы идем в историю, чем у женщин. К сожалению, да, у них они подвержены депрессии. Женщина часто выбирается из проблем, мужчина застревает. Так вот, не в нем беда, я хочу сказать, а в его генах, его мейкап, его ДНК ментально-эмоциональном. Знаете, он же не выбирал, от кого родиться, да? Хотя многие говорят, что там душа выбирает себе родителей. Девочки-эзотерика не имеет таких сведений, да? Я алхимию учила из древних книг. Я серьезную школу 4-годичную алхимии прошла. И нет такого, что душа, вот она смотрит от этих родителей, они алкаши, они будут меня бить, но я от них рождусь, чтобы они через меня возвысились. Такого нет, да? Мы не выбираем эти гены, это родовая память, которую можно лечить. Вот. Там другие есть подробности в настоящей эзотерике, которые я вам рассказываю. Но вообще вы слушайте, конечно, как вы считаете нужным. Я ни в коем случае не хочу никого, как бы сказать, что кто-то не прав. Каждый знает и верит по-своему. Но это то, что я знаю. Что он не выбирал себе гены, он не выбирал себе бабушку, дедушку, маму и папу, и он от них взял депрессию. И это обидно, потому что у него есть огромный потенциал. Смотрите, какая карта его характеризует, двойка жезлов. Так что мужчина очень видный, талантливый, интересный, вы его любите. А вы не полюбите кого угодно, правда? Ему бы подлечить нервы, ему бы обратиться за помощью. Во всяком случае, так расклад показывает, да? Потому что сердце у него разбитое, связано с тем, что он хроническую депрессию имеет, скорее всего. Ну, хронические какие-то ментальные дела, да? Вот. Не буду называть депрессией, это такой общий термин. И опять, я не врач, я гомеопат. Врач-гомеопат — это неправильно. Гомеопатия — это не такая наука, как врачи. Там они немножко знают. А настоящий гомеопат, он учился алхимии. Я просто вам говорю, да, я настоящий гомеопат, поэтому сразу вам говорю, что я не буду ставить никому диагнозы врачебные, я не имею для этого лицензии. Вот. Но я скажу сразу, что говорит карта, потому что карты алхимические, и у него есть депрессия. Ну, все, в двух словах все. А теперь перейдем дальше. Вот эта карта на сейчас, здесь и сейчас, что у него происходит, что он скрывает. Понимаете, перевернутая карта, да? Если мы посмотрим вот так, мы увидим, что, в принципе, выход-то есть. Потому что есть возможность выйти. Но почему-то он не видит этого выхода. Почему-то все эти 8 мечей его окружили, да, и он... Я же говорю, что это или женская материнская линия здесь. Такое чувство у вас, что он что-то скрывает, но он борется со своими внутренними демонами, вот так, да. На самом деле это не касательно вас. Мы очень часто понимаемся в свою сторону и думаем что-то из-за нас, персонально принимаем, но это неверно, потому что каждый человек, он только может переварить то, что может. И он занят, конечно, своим внутренним миром. Мы часто хотим войти во внутренний мир мужчины и там разобраться. Потому что мы, женщины, все любим на полочке расставить, чистоту навести. Не нужно, этого делать нельзя. Это сакрально. Его внутренний мир, он сакральный, не нужно туда лезть. Он это запомнит и будет... благодарен вам, если вы позволите ему вот эту сакральность внутреннего мира оставить ему для себя. И вы тоже, это намек, что вы должны тоже для себя это оставить, это внутреннее пространство для себя самой. Потому что ни один мужчина не может сделать так нам хорошо, как мы знаем сами. Вы поняли, о чем я. А теперь я смотрю, понимаете, здесь вот в будущем он придет к пониманию. Он обязательно придет к пониманию, потому что десятка меча перевернутая, если бы она была прямая, здесь тоже новый виток. 10 – это
опять 1, но на новом уровне. Да, это 10 это не завершение. По нумерологии 10 это не завершение цикла, 9 завершение цикла. 10 это новый виток, это 1 опять. 0 плюс 1. 1 плюс 0 это 10, да, 10. 1 плюс 0, 1 опять. Но новый виток, новые возможности. Когда карта в прямом движении, она говорит, что есть возможность излечить сердце. Когда она в перевернутом, возможность есть даже больше. Иногда такое чтение можно себе представить, потому что мечи, они по земному притяжению выходят из ран и дают возможность человеку ожить опять. Ну вот я не зря говорила о его корнях, которые глубоко травматичные, поскольку вот в будущем у него опять такая карта. Что касается вас и вашей пары, я здесь буду прочитывать 10 жезлов. У вас есть будущее счастливое с ним, если вы оставите вот сакральность внутреннего мира для друг друга, что, кстати, совет для всех пар. Поэтому смотрите, название видео и мои вопросы к картам, что он от вас скрывает. Но видео желательно смотреть всем, потому что каждый раз карты такие мудрые, они вам дают вообще советы, как жить счастливо с любым человеком, да. И подытожу, не вижу соперницы, не вижу какое-то темное, страшное прошлое, вижу генетическая предрасположенность к ментальным каким-то заморочкам, может, тяжесть в характере, ну, понимаете, он же в этом не виноват, он же не выбирал свой генетический мейкап, он не выбирал этого, правильно? Но мейкап это как косметика. Кто-то меня там так ругал, я читала карты ангелов и с русского на английский, и с русского на английский, у меня такой акцент страшный. Попробуйте сами переходить с русского на английский, посмотрите, какой у вас будет акцент страшный. Ну, иногда так обижают в комментариях. Думайте, что вы говорите другим людям, потому что вообще-то человека характеризуют не те слова, которые о нем говорят. Человека характеризуют те слова, которые он о людях говорит. Подумайте над этой фразой. Кто-то смотрит до конца, чтобы меня обидеть. А такие слушатели, кажется, тоже есть. Вообще делаю расклад для друзей моих любимых, которые смотрят для себя, свою ситуацию, любят эстетичность карт и знают, что карты могут выправить судьбу, исправить жизнь и показать дорогу к счастью. Вот такие дела. Так что не вижу здесь, может, вы подозревали, что у него есть соперница. Нет, здесь такого я не вижу. Но хочу сказать, что для некоторых девочек у него, может быть, он скрывает, может, это его бывшая здесь вот проглядывается, да, по шестерке меча. Может быть, у него дети есть от первого брака, у него есть бывшая, может, он сомневается, может, он думает, а вдруг у меня есть ребенок. Где-то он, может, с кем-то случайно имел связь. И он молодец, потому что он тонко чувствует. Он думает, а вдруг где-то есть ребенок мой, и я о нем не забочусь. У него, может, такая тайна есть, кстати, девочки, да, по этой карте. Вот, так что... Квантово, конечно, каждый смотрит, даже он понимает это, что мы смотрим. Он не понимает, что вы смотрите там, да. Но квантово он почувствует, так я же не выбирал генетику, я не выбирал маму, папу, свой род. Может быть, мне просто понимать, что если я реагирую, если я волнуюсь, если я нервный, если я там, может быть, грубо говорю со своей любимой, это не я говорю, я себе позволю это отпустить, и тогда в следующий раз грубить не буду. Здесь, может быть, вот это ему поможет, да, то, что я только что сказала, это может ему запросто помочь. Вот такие дела из этого расклада. Выход есть, выход у него есть, конечно, и он сейчас уже это понимает. Сейчас понимает, что прошлое нужно как бы, да. Что он еще скрывает, может быть, в будущем касательно, как я сказала в начале, как, знаете, плоха-то память, которая помнит только прошлое. Посмотрим на будущее. Если в будущем что-то такое, что он вот скрывает, что он этого хочет, да, но по этой карте его обвинить нельзя, потому что 10 жезлов говорит, что он хочет для вас счастливого дома, он хочет, чтобы вы, он и вы, если вы встречаетесь, имели дом, квартиру, жили стабильно, если вы живете с ним, но ссоритесь, и здесь видно мечи есть, да, если вы ссоритесь, он чувствует, что он хочет не делать этого, он хочет, чтобы созидание было. Жезл это сила созидательная, понимаете? Он хочет, чтобы созидание было, и это очень хорошо. Еще в будущем, может быть, он скрывает, что ну вот ему трудно побороть иногда вот свой дурной характер, и он
хотел бы с этим справиться. Но ему стыдно признаться, что он такой, да, вспыльчивый, может быть, по рыцарю меча вспыльчивый. Ему стыдно об этом признаться. И, наверное, тоже он может скрывать, что иногда он даже плачет. Может, он смотрит кино, иногда романтическое, плачет. Есть такие мужчины, да? Ему вот стыдно таких слез. Ну, как бы мужчина не должен. И это он скрывает. Вот в характере у него может быть такое, что он смотрит какой-то фильм, и там он расстраивается, плачет. И это, знаете, тоже, когда мужчина расстраивается, плачет, смотрит фильм, мы, женщины, недоумеваем. Да, мужчина не должен плакать. У нас вот эти дурацкие выражения, да, сразу клише. А это не он плакал вообще. Часто он сам не знает. Вот спросите у него, а чего ты так расстроился? Смотришь романтический фильм, там такая какая-то сцена, да, все такое. И ты вдруг слезу пустил, как-то не солидно. А он сам стушевался. Не нужно ему на этом намекать, потому что это не он плакал, девочки. Это родовая история. Вот через такие моменты, когда мы сами не знаем, что с нами происходит, когда мы вдруг вспылили, вдруг плачем неуместно, и нам стыдно наших слез, или стыдно наших слов, наших действий. Ему бывает стыдно его слов, его действий, его слез и так далее. Может, его нерешительности стыдно здесь по перевернутым картам. Стыдно того, что он, ну, как не дотянулся до планки вот этого великого мужчины по двойке жезлов. Он не дотянулся до этой планки. Поэтому, когда он расстраивается или что-то такое, вот здесь вы можете увидеть подтверждение моим словам. Подтверждение моим словам в жизни всегда видно, что не выбирал он такую генетику, что он там может вспылить, может заплакать, может быть нерешительным, может потерять веру, может струсить. Он, кстати, может струсить по двум перевернутым картам здесь. И он не выбирал это, да, так сложилось его генетический make-up. Make-up – это как, ну, косметика, мы знаем по-русски make-up. Кто не знает, девочки, кто знает, конечно. Вот, то есть, так как он сделан, другими словами. Ну, здесь немножко о нем. И еще больше о нем есть в моих других видео. Девочки, смотрите предыдущие, будущие, там будет вся правда о нем. Если кто хочет у меня учиться, есть у меня эзотерика в младших арканах. Это 3-й курс Таро, у меня 12 курсов Таро. И это эзотерическое прочтение, которое меня Джон научил. Мистическое, необычное совершенно, потому что, ну, не по-русски это все, да, Таро не русские карты, это вообще карты эзотериков, которые были, ну, в общем-то, это не русская традиция, поэтому нужно у первоисточника брать. Это у кого есть желание, меня учил первоисточник. Пожалуйста, обращайтесь по младшим арканам, интересные очень уроки и профессиональные очень. Я также вам даю ссылку на уроки, если вы заказываете. И если я новый урок выпускаю, я просто добавляю его по ссылке. То есть все новые уроки даром. Я очень щедрый учитель и делаю все, чтобы вы научились, если у кого есть желание. А вообще, надеюсь, вам этот расклад помог, расставил все по полочкам, успокоил ваше сердечко, потому что я вижу, ваше сердечко тоже может волноваться, вы, может, ему не доверяли до сих пор, и расклад может помог понять его лучше. А я буду с удовольствием видеть вас на моих следующих видео и на моих предыдущих видео. Девочки, всегда, когда вам нужна помощь, когда вам плохо или просто хотите приятно провести время, всегда можно ко мне постучать в дверь, так тук-тук. А это означает нажать пальчиком, посмотреть любое мое видео. И я всегда к вам приду. Верой и правдой служу вам. Всегда побеседую с вами, всегда посмотрим на картах вашу ситуацию, поговорим. Это очень приятно. Ненавязчивая виртуальная дружба, самая настоящая водолеевская дружба, да, век Водолея у нас, эра Водолея. Замечательно. Всех вас обожаю, люблю. Посылаю вам виртуальные обнимашки из медвежьей лесной страны, где я служу для вас верой и правдой. Увидимся с вами скоро.